Представьте себе мир, где каждое слово, каждый жест и даже одно прикосновение могут стоить вам человеческого достоинства. Мир, где одна ошибка или неверный шаг могут навсегда поставить на вас клеймо, которое невозможно смыть. В тюремной иерархии есть касты. Есть авторитеты, есть блатные, есть мужики, но есть и те, кто стоит ниже всех. Их называют по-разному. Опущенные, петухи, обиженные. Это люди, которых лишили права быть равным остальным. Их жизнь превращается в ад, а возврата назад не существует. Но кто же решает, кого опустить? За что человек может оказаться в этой касте? И главное, может ли обычный, сильный, уважаемый заключенный в одночасье стать тем, кем будут брезговать все вокруг? История, которую вы услышите дальше, заставит вас задуматься, а что было бы, если бы это случилось с вами? Сегодня мы разберемся, откуда взялась каста опущенных, какие правила действуют в их мире и что ждет тех, кто оказывается в самом низу тюремной лестницы. Но предупреждаю, реальность окажется куда страшнее, чем вы думаете. И вот главный вопрос, что же на самом деле превращает человека в петуха? Чтобы понять, почему опущенные стали самой презираемой кастой в тюрьме, нужно вернуться в прошлое. Одни утверждают, эта каста возникла в 30-40-е годы, когда в лагеря массово попадали даже дети, начиная с 12 лет. Этих подростков взрослые заключенные принуждали к унизительным связям. Тогда и родилась мысль, раз тебя использовали в пассивной роли, значит ты уже не мужчина, а опущенный. Другие говорят, что все началось чуть позже, в конце 40-х, начале 50-х. Рецидивисты, стремившиеся сохранить власть в лагерях, искали любой способ унизить непокорных. И они нашли его – насилие. Это стало оружием психологического уничтожения. Ведь избиение можно пережить, но после опускания человек терял все – уважение, право считаться равным, а иногда и желание жить. Сохранились даже документы. В 1951 году в одном из лагерей Колымы администрация сама создала так называемую бригаду номер 21 из больных сифилисом. Тех, кто отказывался подчиняться сучьей группировке, туда специально отправляли и насиловали. Именно тогда обряд опускания превратился не только в инструмент унижения, но и в метод управления. Сломанный заключенный уже никогда не поднимется, он становится удобным и безвольным. К 80-м годам ситуация достигла пика. Заключенных перестали выводить на хозяйственные работы. Контактов с женщинами почти не было, и тогда опущенные стали использоваться как суррогат. И вот главный вопрос. Если эта каста родилась из жестокости и страха, почему же она до сих пор существует и живет по своим жестоким законам? Ответ в самих ритуалах опускания, которые до сих пор наводят ужас даже на самых матерых зэков. В тюремном мире все решают понятия. И если собрание авторитетных заключенных, так называемый базар, постановило, что человек достоин самого страшного наказания, его ждет лишь одно – опускание. В 90-е наказания встречались почти повсюду. Сегодня же сами уголовники стараются реже прибегать к подобному. Причина проста. За групповые насильственные действия по закону грозит до 10 лет, но даже сейчас достаточно одного прикосновения или унизительного ритуала, чтобы судьба человека была решена. Более того, иногда заключенный сам принимает решение уйти в петухи, например, если его ждет неминуемое наказание. Достаточно просто перенести свои вещи в петушиный угол камеры, и тогда все понимают без слов. Но что же ждет человека дальше? Ведь оказаться в этой касте значит прожить остаток срока в унижении и страхе. А теперь самое страшное, какие правила и запреты накладываются на опущенных. Попав в касту опущенных, человек теряет все. Он уже не заключенный, не мужик и не блатной, он изгой. С этого момента каждый его шаг подчинен десяткам унизительных правил. Опущенные спят возле параши, в так называемом петушином углу. Их посуда метится, сверлом делают дырку, чтобы все знали, кто ел из этой миски. Никто другой не имеет права дотронуться до этой посуды, иначе риск зашквариться и самому оказаться на дне. К ним нельзя прикасаться, нельзя брать у них что-либо из рук. Нельзя есть с ними за одним столом, докуривать сигареты после них, пить из их кружки. Даже случайное прикосновение может стоить человеку репутации. Даже в движении существуют свои законы. Если навстречу идет заключенный из другой касты, пущенный обязан прижаться к стене, уступить дорогу, отвести взгляд. Разговаривать с ними значит рисковать потерять уважение. И хотя прямого запрета нет, лишние разговоры с петухами никогда не приветствуются. И вот самое страшное. Выбраться из этой касты невозможно. Ни время, ни поведение, ни раскаяние ничего не изменят. Даже если все знают, что тебя опустили по беспределу, обратно пути нет. Попав в петухи, ты остаешься там навсегда. Но что же за поступки могут привести человека к такому наказанию?
В тюрьме никто не застрахован от падения на самое дно. Иногда достаточно одного поступка, и судьба человека решена. Самое страшное преступление в тюремном мире – доносительство. Стук, сотрудничество с администрацией, особенно тайное, это клеймо. Узнали, что ты помог охране? Все, другого пути, кроме как в петухи, нет. Следующее – кража у своих. Украсть у заключенного – это крысятничество. Если тебя поймали, наказание будет суровым. Украсть у воли считается доблестью. Украсть у соседа по камере – путь вниз по иерархии. Карточные долги. Проиграл и не расплатился, значит станешь фуфлыжником. В некоторых играх правила еще жестче. Проигравший сразу становится петухом. Наивного новичка могут специально заманить сыграть на просто так, а потом потребовать оплаты очком. И незнание правил здесь не оправдание. Беспредел. Грубое нарушение понятий. Например, избиение без причины или опускание других заключенных по приказу администрации. В глазах зэков это предательство, и тогда наказание неизбежно. Преступление против детей. Убийство ребенка. Действия против малолетних за это опускают без всяких разговоров. И даже самые жестокие уголовники здесь едины. Подобные поступки не прощаются. Бывшие сотрудники, бывшие полицейские, следователи, даже солдаты внутренних войск. Если они каким-то образом попали в общую зону, а не в спец, то почти всегда их ждет одно – петушатник. И, наконец, ошибки и небрежность. Иногда достаточно прикоснуться к вещи, которой касался петух, или даже просто оказаться в его камере на ночь, и все, другие решат, что ты зашкварился. Но вот главный парадокс. Чаще всего петухами становятся вовсе не предатели и не насильники. Большинство из них обычные мужики, которые попали в ловушку тюремных игр и провокаций. И теперь вопрос, как живут те, кто оказался в петушиной касте? Как проходит их каждый день? Попав в касту опущенных, заключенный словно оказывается в другой реальности. Он больше не человек в привычном понимании. Для остальных он грязь, изгой, тень, без права на уважение. Спать ему положено только в одном месте, у параши. Это самое унизительное место в камере, рядом с вонью и грязью, там, где никто другой даже не сядет. Этот угол называется петушиным. Есть он обязан из особой посуды, миски или кружки с просверленной дыркой. Эта отметка сразу выдает его статус. Никто никогда не возьмет в руки такую посуду. Это табу. Работа у опущенных всегда самая грязная. Они моют туалеты, выносят парашу, убирают мусор, чистят полы, работают грузчиками, истопниками, кочегарами. То, от чего отворачиваются остальные, ложится на их плечи. Каждый их шаг ограничен. Они обязаны уступать дорогу другим заключенным, прижимаясь к стене. Они не имеют права прикасаться к чужим вещам. Даже докуривать чужую сигарету им нельзя. Нарушение этих правил грозит жестокими последствиями, вплоть до избиения или повторного унижения. Даже продукты из дома становятся проклятием. Передача петуха считается его личной и неприкосновенной. Никто не возьмет из нее и крошки. Не из жалости, а из страха зашквариться. И самое страшное – одиночество. Общаться с опущенными запрещено негласными правилами. Они остаются изолированными, даже среди сотен других людей. Их слова ничего не значат, их просьбы игнорируют. Такое существование ломает любого. Но именно в этой среде формируются свои лидеры, главпетухи. И вот главный вопрос, как же внутри самой униженной касты появляются свои вожди, и зачем они нужны? Казалось бы, что может быть ниже опущенного? Но даже в этой касте есть свои правила, своя структура и свои лидеры. На дне тюремной иерархии рождается парадоксальная власть – главпетухи. Их называют по-разному – папа, мама, петушиная мамка. Это те, кто управляет остальными изгоями. Они решают, кто из петухов какую работу будет делать. Кто пойдет мыть парашу, кто уберет пол, а кто займется еще более унизительными обязанностями. Главпетух – это не просто представитель, это посредник между низшей кастой и остальными. Иногда их даже уважают в определенной мере, ведь именно главпетух ведет переговоры с другими мастями. От его слова зависит, как решатся многие вопросы внутри группы. Часто главпетухами становятся бывшие авторитеты или даже блатные. Те, кто когда-то имел силу и уважение, но по какой-то причине оказался в петушатнике. И теперь, не имея шанса вернуться наверх, они берут власть хотя бы над своими. Но эта власть извращенная. Иногда главпетухи издеваются над своими же подчиненными, заставляют их выполнять самые мерзкие приказы, ломают их окончательно. В других случаях они действительно защищают их от беспредела. Все зависит от человека, который оказался на этом месте. Но есть места, где опущенных собирают в отдельные камеры и даже целые отряды. Там царит своя особая жизнь, похожая на параллельную тюремную реальность. Их называют обиженки, петушатники и гаремы. И вот главный вопрос: что же происходит за дверями этих камер, где собраны только петухи?
Есть камеры, куда не заглянет ни один мужик или блатной. Места, где собраны только те, кого считают самыми низкими. Эти камеры называют по-разному. Обиженки, петушатники, гаремы, женские монастыри. На первый взгляд это те же тюремные камеры. Те же стены, те же нары, та же бараша в углу. Но атмосфера здесь совсем другая. Здесь никто не имеет права подняться над другими, ведь все они уже петухи. Но как ни странно, внутри таких камер все равно возникает своя иерархия. Там есть главпетухи, которые держат остальных под контролем. Иногда они превращают жизнь своих же сокамерников в кошмар. Унижают, издеваются, заставляют делать еще более грязную работу. А иногда именно здесь петухи чувствуют себя чуть свободнее. Ведь рядом нет тех, кто будет постоянно напоминать им о их статусе. В обиженке они могут разговаривать друг с другом, смеяться, делиться едой, хотя и понимают, их жизнь все равно за гранью тюремного общества. Для администрации такие камеры удобны. Там легче контролировать заключенных. Использовать их в качестве актива. Именно из обиженных часто делают пособников администрации. Тех, кто будет выполнять тайные поручения и помогать ломать авторитетов. Но все же обиженка остается клеткой в клетке. Даже внутри тюрьмы это еще более низкий уровень унижения. И все же, за что-то человека можно опустить сразу, без разговоров и без базара. Какие поступки считаются настолько страшными, что наказание наступает мгновенно? Напишите в комментариях. В тюрьме каждое слово может стоить жизни. Если на тебя повесили клеймо петуха, что делать? Можно ли доказать обратное? В редких случаях заключенному действительно удается показать, что он не принадлежит к этой касте. Например, если его обвинили в том, чего он не делал, и рядом оказались свидетели, готовые подтвердить это. Иногда такие истории заканчивались тем, что человека признавали обиженным, но не опущенным. То есть да, он изгоем остается, но не в полной мере. Бывает, что человек сам готов пойти на крайности, лишь бы доказать невиновность. Он может устроить драку с обвинителем, рискуя жизнью, может даже убить, потому что для него быть петухом хуже смерти. Но чаще всего оправдаться невозможно. Даже если все знают, что тебя опустили по беспределу, вернуться обратно в касту мужиков нельзя. Путь вниз односторонний. И именно это делает положение опущенного таким страшным. Ты можешь быть сильным, уважаемым, авторитетным, но одна ошибка, один удар судьбы, и ты навсегда оказываешься на дне. А теперь представьте, как живет человек в таком положении долгие годы. Можно ли сохранить рассудок, когда каждый день это унижение? Что значит прожить годы в статусе изгоя? Что значит каждый день просыпаться у параши, есть из дырявой миски, быть воздухом для остальных заключенных? Для большинства опущенных это жизнь без надежды. Они понимают, назад дороги нет. Сколько бы лет ни прошло, сколько бы они ни старались, никто и никогда не примет их обратно. И вот тогда начинается самое страшное. Многие ломаются психологически. Одни становятся покорными рабами, готовыми выполнить любые приказы. Другие замыкаются в себе, превращаются в тени. Третьи ищут забвения в алкоголе, наркотиках и самодельных дурманах. Но есть и такие, кто приспосабливается. Кто-то начинает п***ать своим телом, превращая унижение в способ выживания. Кто-то ищет защиту у сильного покровителя, становится его персональным петухом, взамен получая еду, сигареты и хотя бы относительную безопасность. А кто-то не выдерживает. Случаи суицида среди опущенных не редкость. Ведь постоянное издевательство и ощущение полной безысходности доводят человека до грани. И вот главный вопрос. Если эта каста настолько страшна, почему же система ее не уничтожила? Почему опущенные до сих пор существуют в тюрьмах? Можно подумать, если опущенные это позор, это унижение, это поломанные судьбы, то почему эта каста до сих пор существует? Почему за десятилетия ее так и не уничтожили? Ответ прост. Она нужна. Для самой тюремной иерархии петухи – это инструмент страха. Каждый заключенный знает, шаг в сторону – и ты окажешься на дне. Это удерживает многих от нарушений, от беспредела и от предательства. Сам факт существования обиженных дисциплинирует остальных. Для администрации колонии и тюрем это тоже инструмент. Из запущенных формируют актив, пособников администрации. Их используют для слома блатных, для давления на непокорных, для выполнения самых грязных поручений. Человек, который уже потерял все, легко становится управляемым. И даже внутри камер эта каста играет роль громоотвода. Остальные заключенные могут вымещать на них злость, раздражение и усталость. Унижая петухов, они как будто укрепляют собственное положение. Таким образом, опущенные – это фундамент тюремной пирамиды, низ, без которого не существует сам верх. Так как же сейчас относятся к опущенным в современных колониях? Стало ли их положение легче или все осталось по-прежнему?
В 80-е годы жизнь опущенных была адом. Их отделяли особой посудой с дыркой, умывальниками, специальными местами в бараках. От них отворачивались все, а каждое прикосновение считалось зашкваром. Сегодня многое изменилось. По наблюдениям исследователей, отношение к петухам стало мягче. В некоторых колониях больше не используют метки на посуде, не делают отдельные туалеты и умывальники. Иногда их даже не выделяют в отдельные отряды. Почему? Во-первых, уголовная культура тоже меняется. Многие старые табу ослабли. То, что раньше считалось смертельным позором, сегодня воспринимается проще. Во-вторых, уголовники стали чаще бояться закона, ведь за групповое насилие можно получить дополнительные сроки от 4 до 10 лет, и далеко не каждый готов рисковать своей свободой ради обрядов опускания. Но несмотря на эти перемены, клеймо петуха остается страшнейшим. Оказавшись в этой касте, заключенный все равно теряет уважение и остается изгоем. Пусть сегодня его не всегда бьют, не всегда гонят выполнять самую грязную работу, но стигма остается навсегда. Мы прошли весь путь, от истории появления опущенных до сегодняшнего положения. И теперь ясно, быть опущенным – это не просто унижение, это приговор. Это клеймо, которое не стирается ни временем, ни поведением и ни раскаянием. Человек теряет право быть равным, и даже выйдя на свободу, он навсегда остается в глазах других тем, кем его сделали однажды. Но вот главный вопрос, на который до сих пор нет ответа. Почему эта традиция жива? Почему общество даже за пределами тюрем продолжает воспроизводить ее? Может быть, потому что страх управляет людьми сильнее, чем уважение? Может быть, потому что унижение одного помогает другим чувствовать себя выше? Или потому что тюремная культура стала частью нашей повседневной жизни? Незаметно, но прочно. Возможно, победить это можно только одним способом – изменив саму культуру, перестав делить людей на касты, перестав навешивать клейма. Но готовы ли мы к этому? Или петухи останутся вечным символом того, насколько жестоким может быть человек по отношению к другому? Мир. Спасибо за просмотр. Подписка и лайк – лучшая поддержка этого проекта.